Не выдержал эмиграцию, зачем вообще туда совался? Ну, неудачник. Жилье дорогое, коммунальные услуги, и приходит разочарование. А ради чего все это? Мне не хотелось ничего, меня все вокруг раздражало. Когда люди только переезжают в Польшу, кажется, что все, жизнь начинается заново. Европа, новые возможности, стабильность, высокие зарплаты, и многие мечтают сюда переехать. Но потом проходит год, два, три, и огромное количество людей уезжает обратно. И сегодня я хочу поговорить честно об этом, почему так происходит, потому что причин на самом деле несколько. Мы сами живем в Польше уже 4,5 года, и за это время видели много разных историй, когда люди приезжают в Польшу с большими какими-то надеждами и говорят: все, назад не ногой, назад уже пути нет, а потом проходит какое-то время, и они возвращаются назад к себе на родину. И это не потому, что Польша плохая, здесь все намного глубже. И одна из причин – это когда ожидания не совпали с реальностью. Многие переезжают в Польшу с идеальной картинкой, да, в голове, что здесь будет хорошо, здесь высокие зарплаты, чуть ли деньги не падают на голову, что здесь все легко, все улыбаются, что жизнь станет красивой, спокойной, стабильной, без проблем. Но на самом деле реальность совсем другая. Да, здесь есть плюсы, но здесь тоже нужно работать. Здесь тоже можно уставать, переживать, нервничать, плакать. И в итоге многие сталкиваются с тем, что идеальная картинка, она просто разбивается, и приходит разочарование. Выходит, когда человек едет не в страну, а в мечту, ему особенно тяжело сталкиваться с реальностями и со сложностями, и их переживать. Знаете, обычно вот эти вот розовые очки, вот этот рай в голове выстраивает прекрасный женский пол. Да? Мужчины более такие приземистые, реалисты. И в нашем случае, когда мы переезжали, примерно было точно так же. Я такая больше, знаете, вся в мечтах, а муж у меня более приземистый. Поэтому, можно сказать, мы друг друга дополняли и помогали друг другу в миграции. Да? Я помогала ему не сойти с ума с реалиями, которые нас здесь ожидают, а он помогал мне немножко приземлиться и, так сказать, быстрее адаптироваться к реальной жизни. Поэтому это абсолютно нормально, когда при переезде в другую страну, неважно, Польша это или вообще какая-то другая страна, человек выстраивает себе в голове какие-то планы, ожидания определенные. Просто главное не зависнуть, да, в этом состоянии и после переезда как можно скорее адаптироваться, увидеть реалии, какие-то минусы, возможно, да, чтобы очки розовые спали, и жить реальной жизнью, а не мечтами. Но быть готовыми до переезда к сложностям, к этому нужно быть всегда готовыми, так сказать, иметь запасной план Б на всякий случай. Вторая причина – это финансы. Многие думают, что в Европе зарплаты высокие, значит, жить будет легко и беззаботно, но мало кто считает расходы. Жилье дорогое, коммунальные услуги, еда, транспорт, налоги, легализация, да, документы. И если человек работает на какой-то обычной работе, получает там минимальную зарплату, то в итоге денег остается совсем немного. Некоторые работают на тяжелой физической работе по 10-12 часов в день, имея всего один выходной. Кто-то работает вообще на 2 работах. И проходит какое-то время, и человек просто задает вопрос себе: а ради чего все это? Потому что жить какой-то промежуток времени так еще можно. Но долго прожить в режиме дом-работа не каждый согласен. Все равно хочется с семьей куда-то выезжать, да, посмотреть какие-то красивые, интересные места. В Польше очень много красивых мест, которые стоит посетить. И я на своем канале показывала, да, разные красивые места. Мы тоже ездили. И когда ты работаешь в таком режиме, то в свой единственный, например, выходной в неделю тебе просто ничего не хочется. Какая-то апатия наступает, руки опускаются, перегорание, как это еще называют разными словами. Поэтому, конечно же,
Об этом тоже стоит задуматься еще до переезда. А тем более, когда есть ребенок, а если еще и несколько детей, то это расходы x2. И это тоже нужно понимать. Те детские пособия, например, которые в Польше платят на детей, это, конечно, большая помощь. И огромное спасибо Польше за такую, да, возможность, за такую помощь. Но это пособие не покрывает каждый месяц полные расходы на ребенка. Это помощь, но полные расходы не покрывает, потому что расходов намного больше. Ребенок требует больших затрат здесь. Следующая причина, о которой не все говорят, это одиночество. Можно жить в самой красивой и лучшей для себя стране, но чувствовать себя при этом одиноко, когда нет рядом ни близких друзей, ни родственников, родителей. Некому просто пойти на чай, да, поболтать, погулять с кем-то. И, конечно, в этом плане очень тяжело. Особенно тяжело бывает в праздничные дни, когда все собираются семьями, да, родственники все вместе собираются здесь в Польше. А ты один, а тебе собраться не с кем. И это ощущается особенно остро. По своему опыту скажу, что когда мы переехали в Польшу, спустя 3 месяца после того, как мы переехали, я вот это вот все ощутила лично на себе. Вообще считается, что спустя именно 3 месяца после эмиграции ты начинаешь ощущать все прелести, да, жизни в другой стране. Ты сталкиваешься с первыми сложностями, и получается такая депрессия. И некоторые люди не выдерживают эту депрессию. Не знаю, со всеми это случается или нет, но реально ровно через примерно 3 месяца я столкнулась с этой депрессией, мне не хотелось ничего, меня все вокруг раздражало, я не хотела ни гулять, меня ничего не радовало, все, что я видела на улице. И я просто в комнате лежала на кровати, плакала, и мне хотелось уехать отсюда. Я понимала, что назад уже я вернуться не смогу, но уехать значит в какую-то другую страну. Но на самом деле это просто убежать от проблем. В такие моменты главное этот период просто пережить. Это просто пройти, и со временем все наладится, все уляжется, и эта депрессия пройдет, и потом вы будете вспоминать еще то время с улыбкой. Поэтому многие недооценивают именно эмоциональную сторону эмиграции, считают, что главное деньги заработать, но на самом деле человеку нужны не только деньги, но и сами люди. Очень здорово, когда при переезде в другую страну у тебя там кто-то есть, кто-то из знакомых, родственников, да, близких друзей. Но вот в нашем случае у нас не было здесь никого, поэтому, можно сказать, мы начинали жизнь с полного нуля, но мы были к этому готовы, и мы это прекрасно понимали, что нам будет сложно. Следующая причина – это язык. Да, можно жить в Польше без языка, многие так делают. Например, как поначалу делала я. Но вопрос в том, какое это будет качество жизни. Когда сложно объясниться у врача, когда страшно звонить куда-то, когда не понимаешь документы, когда ограничен выбор работы. Это постоянно создает внутреннее напряжение, и многие люди просто устают жить в таком состоянии. Без языка ты как будто живешь не на 100% своей жизни. И поэтому спустя только какое-то время я начала активно учить польский язык. И когда ты уже можешь с врачом объясниться, позвонить, записаться к врачу без страха, да, просто пообщаться, я не знаю, на родительском собрании, в школе, в садике, то, конечно, ты чувствуешь себя свободнее, увереннее. И жизнь начинает играть новыми яркими красками. Поэтому язык лучше учить до переезда в Польшу, начинать уже проходить какие-то курсы, чтобы быть хотя бы минимально подготовленными. Есть еще одна причина, которую сложно объяснить тем, кто не жил за границей. Это тоска по своему. По родному языку вокруг, по привычной еде, по своим шуткам, по атмосфере, по людям, которые понимают тебя без слов. Иногда человек вроде бы уже устроился и все хорошо, но душой все равно как будто не дома. И тогда он возвращается, но возвращается не потому, что плохо в Польше, а потому что сердце тянет его домой.
Хоть здесь и в Польше сейчас очень много русскоговорящих, украиноговорящих людей, это, конечно, помогает мигрантам в плане, да, комфортности. То есть ты ощущаешь себя лучше, да, как дома, что-то родное, слышишь родные, понятные языки вокруг, поэтому это, конечно, большой плюс именно в этом плане. Легче адаптироваться и легче пережить вот эту скуку. Еще одна причина – это то, что переезд требует сильного характера, потому что эмиграция – это не романтика, и не все это сразу понимают, и не все это выдерживают. Это стресс, это адаптация, это постоянный выход из зоны комфорта, это решение постоянных каких-то вопросов бесконечных, и не каждый человек готов жить в таком режиме. Кому-то важнее спокойствие, привычная среда, семья рядом, и это нормально. На самом деле все эти трудности, которые я перечислила, да, это идет только по началу, после переезда, да, пока ты не адаптируешься, пока ты не наладишь свою жизнь. И, наверное, только когда ты уже получишь документы, легализируешься, тогда уже ты будешь жить своей привычной жизнью, в своей зоне комфорта, но до этого момента нужно еще дожить, да? До этого момента нужно еще дойти. И, конечно же, с этими трудностями не все готовы столкнуться и вообще их пережить. И напоследок хочу сказать важное. Если человек уехал после миграции назад, вернулся, то это еще совсем не поражение. Люди со стороны, наблюдая, да, другие, часто оценивают, типа: «О, не получилось», «О, вернулся», «О, не удалось». И думают: ну, неудачник, не выдержал эмиграцию, зачем вообще туда совался. Но на самом деле, может быть, человек просто выбрал себя и понял, где ему лучше жить. Поэтому могу сказать от себя, что если вы хотите, если у вас есть возможность и желание, можете хоть 10, хоть 20 стран перебрать и жить, попробовать там чуть-чуть, пока не найдете ту самую страну для себя. Это ваше право, это ваша жизнь. И не нужно думать о том, что подумают другие люди, как они вас оценят, что вы не выдержали, так сказать, это испытание, что потерпели поражение, неудачу. Об этом вообще думать не нужно. Выбирайте в первую очередь себя. И если вам не нравится, например, в той стране, в которой вы живете сейчас, вы имеете полное право попробовать жить в другой стране. Если в той стране не понравится, и вы поймете, что все-таки предыдущая была лучше, то, пожалуйста, возвращайтесь. Возвращаться — это всегда нормально, это не стыдно, это абсолютно нормально и понятно. Польша хорошая страна, но она подходит не всем. Как и Германия, как и Англия, например. Нет идеальной страны для всех. Поэтому я бы сказала, идеальное место — это то, где нам спокойно и хорошо. Вот скажите, если вы живете за границей, были ли у вас когда-нибудь хотя бы один раз мысли вернуться назад? Пишите в комментариях, каждый комментарий прочитаю и отвечу. А на этом я буду с вами прощаться. Если вам понравился такой формат видео-болталки, то я хотела бы с вами еще пообщаться на тему, почему я сейчас не советую переезжать в Польшу. Поделюсь причинами. Если вам интересно будет такое видео, тоже пишите в комментариях, ставьте лайки, чтобы я понимала вашу реакцию, и тогда я обязательно сниму такое видео, поболтаю с вами на эту тему. Всем пока-пока!